Друзья, мы зашли в ресторан, который находится возле площади фонтанов в центре города. Ресторан называется Фисинджан. Фисинджан. Он такой вот у нас интерьер. Зал небольшой. Интерьер очень-очень приятный. Работает кондиционер, что это очень важно, учитывая то, что сейчас на улице около 37 градусов. Мы под конец июня находимся здесь, вот, точнее в середине июня, 16 июня. Вот, и мы заказали пару блюд. Посмотрим, какое будет этой кухня. Потому что ресторанчики разные. Вот, как говорится, в Фирузе я немножко сильно разочаровался. Вот, но надеюсь, что этот ресторан побьет рекорды. Давайте смотреть. На улице жарко. Я уже говорил, что в такую жаркую погоду самый лучший вариант – это попросить холодную довгу. Посмотрим, что у нас получилось. Спасибо. Довга отменная. Холодненькая. Вкусы зелени. Мацони. Во-первых, приносит все очень быстро. Ну, правда, я заказал холодное блюдо, поэтому, в принципе, оно принесли быстро. Но сервис здесь отменный. Мне пока очень нравится. Я вам скажу более того. Я только сел за стол и стал искать подключиться к Wi-Fi. В ресторане есть открытый есть Wi-Fi, закрытый, он с кодом. Вот. Официант увидел, что я набираю Wi-Fi, сразу же подбежал ко мне, дал мне код, чтобы я смог подключиться. Очень приятно, это внимательность, потому что не везде, не всегда такое встретишь. Обычно спрашиваешь, есть ли у вас есть Wi-Fi. Вот. Здесь есть, и они сразу его предлагают. Я буду наслаждаться довхой. Встретимся в следующем блюде. Нам принесли кутабы. Это кутабы микс. Здесь идет кутабы с зеленью, с мясом, с сыром, с тыквой. И кутабы местные, кутабы Фисинджан. Они должны быть как бы микс мяса с сыром и зеленью. Орехи, сыр, короче, что-то такое. Я попробую и вам все это расскажу. Во-первых, выглядят они неплохо. Выглядят неплохо. Сейчас будем пробовать. Кутабы нам дали с мацонью. Вот это вот у нас горшочек с мацонью. А это у нас варенье. Вот, кисленькое. Сейчас будем пробовать. Итак, мы пробуем кутабы. Я начну с кутаб зеленью. Вот такой вот кутаб. Вообще, я помню кутабы в детстве. Они были большие, огромные. Вот именно такие я ел в маленьком-маленьком ларьке, где бабушка сидела, раскатывала тесто и закатывала кутаб прямо на месте. У меня есть ролик о нем, посмотрите. А здесь в ресторане маленький, миниатюрный, но давайте пробовать. Тебе то же самое принесли? Я все раз, да. Во-первых, зелень подобрана очень искусно, потому что зелень должна быть душистая. Вкусы с зеленью должны именно наполнять друг друга, а не перебивать друг друга. Вкус обалденный. И видно, что кутаб был сделан на месте. Тесто раскатанное, свежее. Вот. Есть хрустяшки немножко, но ничего. Все очень в меру. А мы пробуем следующий кутаб. Это будет кутаб с мясом. Пробуем. Ну,
сказать честно, кутаб с мясом мне немножко, приправа немножко слишком сильно перебивает вкус мяса. Вот. Ну, окей. Очень много приправ, которые перебивают вкус мяса, поэтому очень тяжело понять, какой именно вкус мяса, какое именно мясо в этом кутабе. Ну ничего, будем пробовать дальше. Нам принесли гюрзу. Сейчас нам расскажут, почему гюрза выглядит именно так. Здравствуйте, добрый день из солнечного Баку. Это блюдо гюрза когда-то в старину, наверное, несколько веков назад. Увидели небольшую гадюку. Гюрза в переводе на русский это означает гадюка, змея. Они бывают не очень большие. Она как-то голову приподняла, кто-то увидел эту форму и решил вот создать наши такие национальные пельмени. Приятного аппетита. Они готовятся на пару или варятся? Нет, варятся. Варятся. Но прежде чем завернуть это все в тесто, сначала мясо в полуотваренном состоянии заворачивается, потом это кипятится и подается на стол, чтобы получить, вам спасибо, чтобы получить более, как говорится, свежий вкус. У нас в кухне темы популярна, что мы заранее стараемся ничего не делать. То есть даже сами кутабы. Тесто готово, заказ выходит, раскатали, положили мясо, тыкву, там все остальное в печку и обратно. Замечательно. Мы, если честно, видели кутабу уже в разных других ресторанах и очень неприятно были удивлены тем, что кутабы готовились на лаваше. То есть готовый лаваш закатывали в лаваш мясо и подавали это гостям. Я это делал дома. Я называл это ленивые кутабы, но я лаваш перед этим немножко смачивал водой. Тогда он превращается в более такой липкий и получается намного мягче и намного вкуснее. Короче, лучше готовить это в тесте. И еще один маленький секрет. Если попытаетесь что-то приготовить из нашей кухни, вам придется или приобрести наши продукты отсюда к вам, там в Россию, Украину, не знаю, другие страны, или же приехать к нам. Это 100%. Да, потому что, слава богу, не жалуемся. Боженька нас одарил продуктами. Хоть мы по территории намного меньше многих стран, даже самой Турции, или Ирана, или России, или Украины, но у нас всего добра хватает элементарно. В течение года 65% наших овощей в Москве. Это только Москва, я не Россию говорю. Вот так. Спасибо. Вот. А тем временем мне принесли новое блюдо. Это блюдо, которое я ни разу не пробовал. Блюдо называется в честь, название ресторана называется Фисинджан Буйрун, то есть отличный фисинджан. Вот. Что он собой представляет, я еще не знаю, поэтому будем проверять вместе. Сверху я вижу сыр. Такой хороший запеченный сыр. Вот. Потом идет помидоры, овощи, баклажаны. Вот. Сейчас это все будем пробовать. Вы знаете, я не разобрал. Сыра много. Вот. Сейчас я еще раз попробую. Вижу вот баклажаны, сыр и немножко мяса. Интересное блюдо. Я такое никогда не готовил. Надо будет попытаться сделать. Попытаться. В принципе, если его так вот расшифровать, да, следуя ингредиентам, то это очень похоже на мусака. То есть тот же баклажан, тоже мясо сверху, только здесь еще добавили бы такой помидор и сыр. В принципе, очень напоминает мусака. Вот. С сыром. Очень даже интересно. Мне нравится. Стоит заказывать, очень вкусно. Все, Амуль. Нет, у меня стоит.
Ну как? Теперь буду пробовать кутаб с зеленью. Оно включено? Включено. Кутаб. Теперь буду пробовать кутаб с тыквой. Добавлю немножко вот такое вот варенье на него. И еще чуть-чуть мацони. И закатываем. Это уже идет как десерт. Такой кутаб, действительно, вот я оставил его наконец. То есть я уже все поел. Вот, думал сейчас чай заказывать. И решил попробую кутаб. Такой вот с вареньем, с мацони, с тыквой. Обалденный. То же самое, что сделать вареники с вишней. Короче говоря, это десерт. Мне нравится. Итак, вы попросили счет. Наш счет обед на двоих, включая 2 бокала пива, бокал сока, гюрза, грибы под сыром, фисинджан, бойрон, кутабы. Что у нас еще было? Мясо. Ну, вроде все. Вроде все. Вот. Все это нам вышло 77 манат и 44 копейки. Я считаю, что счет довольно-таки нормальный, приемлемый, учитывая то, что мы в городе, учитывая то, что мы в хорошем ресторане сидим. Мне очень понравилось, это самое главное. Вот. Так что, друзья, будете в Баку, обязательно посетите Фисинджан ресторан. Находится возле площади фонтанов. Вот. Ждем вас здесь в гости. Передавайте, кстати, привет от меня. До новых встреч.